Суперфуды, которые реально работают. В темноте лаборатории, где тикают часы, отсчитывающие секунды между жизнью и смертью, ученый в белом халате дрожащими руками вводит капли прозрачной жидкости в капилляр. Экран микроскопа оживает, и под увеличением видно, как клетки, еще минуту назад замедлявшие свое деление, внезапно оживают, начинают двигаться, восстанавливать поврежденные структуры. Это не фантастика. Это реальный эксперимент, проведенный в университете Токио в 2019 году. И ключевым компонентом той жидкости был экстракт из морской водоросли, которую десятилетиями считали просто сорняком на побережье. Сегодня ее называют одним из самых мощных суперфудов на планете – вакама. Но сколько из того, что мы слышим о суперфудах, является правдой? Сколько хитро продуманной маркетинговой кампанией? Мы живем в эпоху, когда слово «суперфуд» стало магическим заклинанием, способным превратить обычный смузи в эликсир бессмертия. Продавцы уверяют: съешь ложку чиа и получишь энергию олимпийца. Выпей порошок мацутаки, и мозг станет работать как квантовый компьютер. Но что если я скажу, что большинство этих обещаний – пена на поверхности океана, а настоящие сокровища скрыты глубже, в тени забытых традиций и научных открытий, о которых никто не говорит? Представьте себе женщину по имени Айка, живущую в горах Японии, в деревне, затерянной среди сосен и туманов. Ей 78 лет, но она каждый день поднимается на склон, чтобы собирать дикий лесной чай, который называется анчаза. Ее кожа – как пергамент, но без морщин. Ее руки твердые, как корни бамбука. Когда ее спросили о секрете долголетия, она улыбнулась и сказала: «Я не знаю, что такое суперфуды. Я просто ем то, что дает земля». Ее рацион – рис, ферментированные овощи, морская капуста, грибы шиитаке и чай, заваренные из листьев, собранных в лесу. Ни одной упаковки с надписью «Органик» или «Суперфуд». Но ее кровь, по данным медицинского обследования, чище, чем у многих 30-летних. Уровень воспаления почти нулевой. Активность теломеразы, фермента, связанного с долголетием, на уровне, который ученые считают редкостью. Это не генетика. Это питание. Реальное, глубокое, основанное на тысячелетнем опыте. И вот в чем парадокс. Настоящие суперфуды – это не то, что продается в стеклянных баночках за $300 за килограмм. Это то, что растет под ногами, висит на ветвях, плавает в океане. Но чтобы понять, какие из них действительно работают, нужно пройти сквозь лабиринт мифов, лжи и преувеличенных ожиданий. Начнем с самого распространенного заблуждения. Суперфуд – это обязательно что-то экзотическое. Более того, чем дальше от вашего дома, тем лучше. Маракуйя из Амазонии, гуарана из джунглей Перу, асаи из Бразилии. Но наука говорит иное. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Field в 2020 году, показало, что люди, питающиеся местными, сезонными продуктами, имеют на 23% ниже риск хронических заболеваний, чем те, кто потребляет импортные суперпродукты. Почему? Потому что свежесть, сезонность и адаптация к местному климату – вот истинные маркеры ценности. Возьмем, к примеру, щавель. Обычный садовый щавель. Его считают простым сорняком. Но в одной чашке этого растения содержится больше витамина С, чем в апельсине. А еще оксалаты, которые при избытке могут вредить почкам. Вот и парадокс. Даже у полезного продукта есть темная сторона. Миф в том, что натуральное равно безопасное. Правда в том, что доза решает все. Теперь поговорим о тех, кто действительно работает. Начнем с черного топленого чеснока. Необычного, высушенного на солнце, а ферментированного в течение 40 дней при контролируемой влажности и температуре. Этот продукт, родом из Кореи, сегодня изучается как потенциальное средство против рака. В нем концентрация эсолилцистеина, вещества, которое защищает клетки от окислительного стресса, возрастает в 8 раз по сравнению с обычным чесноком. Исследование на мышах, проведенное в университете Киото, показало, что те, кто получал экстракт топленого чеснока, имели на 41% меньше опухолей при искусственном вызывании рака.
Но здесь важен способ приготовления. Домашние эксперименты с духовкой почти всегда заканчиваются неудачей. Слишком высокая температура разрушает активные соединения. Настоящий эффект достигается только при медленной ферментации. И это ключевой момент. Не просто съесть продукт, а правильно его обработать. Другой пример – льняное семя. О нем говорят как о источнике омега-3, клетчатки, лигнанов. Но большинство людей делают одну и ту же ошибку – едят его целым. А это бесполезно. Оболочка льняного семени настолько прочная, что желудок не может ее расщепить. Все ценные вещества проходят через кишечник неусвоенными. Чтобы получить пользу, семена нужно измельчать непосредственно перед употреблением. И даже тогда есть нюанс – измельченное льняное семя быстро окисляется. Хранить его больше 48 часов – значит терять половину полезных свойств. Один из пациентов клиники в Беркли, страдавший запорами и высоким уровнем холестерина, начал есть измельченное льняное семя по 2 столовые ложки в день. Через 3 недели его уровень ЛПНП снизился на 29%, а перистальтика кишечника нормализовалась. Но когда он перешел на готовую муку из вина, купленную в магазине, эффект исчез. Теперь о самом модном суперфуде последнего десятилетия – спирулина. Эта сине-зеленая водоросль, растущая в щелочных озерах Африки и Мексики, содержит 60% протеина, все незаменимые аминокислоты, витамины группы В, железо и фитоцианин, мощный антиоксидант. В эксперименте в Мали, где детям давали по 2 грамма спирулины в день в течение 6 месяцев, уровень анемии снизился на 53%. Но есть и обратная сторона. Если водоросль выращена в загрязненной воде, она накапливает тяжелые металлы и микрокистины, токсины, вызывающие повреждение печени. В 2017 году в Германии было изъято более 300 килограммов спирулины из-за превышения допустимого уровня микрокистина. Вывод – происхождение имеет значение. Только сертифицированные поставщики с прозрачной цепочкой поставок могут гарантировать безопасность. А что насчет куркумы? О ней написано сотни статей, она входит в состав десятков добавок. Ее активное вещество – куркумин – обладает противовоспалительным, антиоксидантным, даже нейропротекторным действием. Исследования показывают, что у людей, регулярно употребляющих куркуму, риск болезни Альцгеймера ниже на 36%. Но есть проблема – куркумин плохо усваивается. Биодоступность – менее 5%. Чтобы получить эффект, нужно либо сочетать куркуму с черным перцем, пиперин увеличивает усвоение в 20 раз, либо использовать липосомальные формы. Один из врачей в Бангалоре, специализирующийся на аутоиммунных заболеваниях, рекомендует пациентам пасту из свежей куркумы, натертой на терке, с добавлением кокосового масла и щепотки молотого черного перца. Эффект – снижение маркеров воспаления уже через 2 недели. Но если просто посыпать куркумой салат, пользы почти нет. Теперь о продуктах, которые переоценены. Возьмем, к примеру, ягоды годжи. Их продают как «ключ к бессмертию», ссылаясь на традиции даосских монахов. Но анализ состава показывает, по содержанию антиоксидантов они уступают обычной смородине. А в высоких дозах могут вызывать аллергические реакции и взаимодействовать с препаратами от давления. В 2016 году в Великобритании зарегистрирован случай тяжелого гепатита у женщины, принимавшей экстракт годжи на фоне приема варфарина. Другой миф – мака перуанская. Ее рекламируют как афродизиак, повышающий тестостерон. Но клинические испытания не подтверждают этого. В метаанализе 23 исследований, опубликованном в журнале of the International Society of Sports Nutrition, не было найдено значимого влияния маки на уровень половых гормонов. Зато она может вызывать бессонницу и тревожность из-за алкалоидов. А вот настоящий герой, о котором почти не говорят – натто. Ферментированные соевые бобы, покрытые липкой пленкой, с запахом старого сыра. Большинство иностранцев не могут переступить порог этой еды. Но в Японии, в префектуре Ибараки, где натто едят ежедневно, уровень инфарктов на 54% ниже среднего по стране. Причина – вещество наттокиназа, которое растворяет фибрин, протеин, образующий тромбы. В исследовании на людях, страдающих от хронических закупорок сосудов,
Прием аттакиназа в течение 3 месяцев привел к улучшению кровотока у 71% участников. Но важно, надто нельзя подвергать термической обработке. При температуре выше 60 градусов фермент разрушается. Его нужно есть сырым, прямо из упаковки. Еще один скрытый суперфуд – перепелиные яйца. Маленькие, хрупкие, с пятнистой скорлупой. В одной штуке почти вся суточная норма витамина В12, холин, селен, лецитин. Они легко усваиваются, редко вызывают аллергию, укрепляют сосуды мозга. В клинике в Санкт-Петербурге проводили эксперимент. Группа детей с задержкой речевого развития получала по 5 перепелиных яиц в день в течение 2 месяцев. У 16 из 25 наблюдался значительный прогресс в речи. Но здесь тоже есть подвох. Если яйца не свежие, польза превращается в риск. Сальмонелла в перепелиных яйцах – редкость, но при неправильном хранении возможно. Идеально есть их в сыром виде, но только если вы уверены в источнике. Теперь о сочетаниях. Никакой суперфуд не работает в изоляции. Эффект зависит от синергии. Например, брокколи содержит сульфорафан – мощное соединение против опухоли. Но оно активируется только при контакте с энзимом мирозиназой, который содержится в самой брокколи, но разрушается при варке. Чтобы получить максимум пользы, брокколи нужно измельчить и дать постоять 10 минут перед приготовлением. Или еще лучше – съесть сырую. Но и это не все. Сульфорафан усваивается лучше, если запить брокколи оливковым маслом. Полифенолы в масле усиливают его действие. Или другой пример – шпинат и лимон. Шпинат богат железом, но в нем также много оксалатов, которые мешают усвоению. Добавление лимонного сока, источник витамина С, увеличивает усвоение железа в 4 раза. Это не магия. Это биохимия. И именно понимание таких механизмов делает питание по-настоящему супер. Но самый важный суперфуд – это время. Не продукт. Время, потраченное на приготовление еды. На жевание. На осознанность. В эксперименте в Париже люди, тщательно пережевывающие пищу, минимум 30 раз на каждый кусочек, усваивали на 18% больше питательных веществ, чем те, кто глотал быстро. Кроме того, у них стабилизировался уровень сахара в крови. Жевание – это первый этап пищеварения. И если вы глотаете смузи за 30 секунд, вы теряете половину пользы. А теперь о самом страшном враге суперфудов – ожиданиях. Мы хотим, чтобы 1 ложка морского коллагена разгладила морщины, чтобы порошок ашваганды за ночь избавил от тревоги. Но тело – не машина, которую можно перезагрузить. Оно – река. Медленный, глубокий поток изменений. Суперфуды работают не как лекарства, а как кирпичики. Каждый прием – это один кирпич. Невидимый, незаметный. Но через 100 дней стена уже стоит. Одна женщина из Норвегии, страдавшая от хронической усталости, стала включать в рацион дикий лосось, морскую капусту, квашеную капусту и лесные ягоды. Не добавки. Настоящие продукты. Через 4 месяца она вернулась к работе. Через полгода пробежала полумарафон. Врачи не могли объяснить. Но анализ крови показал, уровень коэнзима Q10, отвечающего за энергетику клеток, вырос на 47%. А уровень реактивного протеина, маркера воспаления, упал почти до нуля. Но были и неудачи. Мужчина из Калифорнии, решив очистить организм, начал есть по 100 граммов сырого чеснока в день. Через неделю у него начался гастрит, а через 3 – анемия. Чеснок – сильный антикоагулянт. В больших дозах он разжижает кровь настолько, что возможно внутреннее кровотечение. Другой пример – чрезмерное употребление авокадо. Да, это кладезь полезных жиров. Но одно авокадо содержит около 320 калорий. При неограниченном приеме это быстро приводит к набору веса. Истина в балансе, в осознанности, в уважении к телу. Суперфуды – не волшебная палочка. Они часть образа жизни. Их сила проявляется только тогда,
когда они вплетены в ткань повседневности. Когда вы знаете, откуда они, как их приготовить, как сочетать. Сегодня рынок суперфудов оценивается в 25 миллиардов долларов. Каждый год появляются новые чудо-продукты – морожка из тундры, маслаши, пыльца пчел, водоросли хибия. Но настоящие сокровища не те, что ценятся дорого. Это те, что доступны. Это щавель у забора. Это ферментированные овощи в банке. Это чеснок, медленно тлеющий в духовке. Это льняное семя, измельченное утром. Исследование, охватившее более 500 тысяч человек в 30 странах, показало, что правильное питание может предотвратить 68% случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 59% диабета второго типа и 42% онкологических заболеваний. Это больше, чем любые лекарства. Но чтобы это сработало, нужно перестать гнаться за модой. Нужно вернуться к основам. Попробуйте завтра начать с малого. Возьмите льняное семя. Измельчите его. Добавьте в кашу. Запейте водой. Через неделю добавьте куркуму с перцем и маслом. Через месяц – топленый чеснок. Через 3 – натто или квашеную капусту. Не ждите чуда в первый день. Чудо – это процесс. Потому что суперфуды – это не то, что вы покупаете. Попробуйте. Начните сегодня. Сделайте первый шаг. Потому что самое важное блюдо – это то, которое вы готовите с любовью, знанием и уважением к себе. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.